Всем привет! Видео про социальные выплаты, пособия, бенефиты набирает самое большое количество просмотров. Людей это волнует. Люди хотят полностью знать, подходят они по те или иные категории, на какие выплаты они могут претендовать. И вот уже первые двойные выплаты тем, кто ищет работу, и всем остальным. Главное условие, которое было, это быть на социальных выплатах, то есть получать их год. То есть год, но многих заводит в тупик то, что пишется на официальных сайтах, разъяснениях, да, в критериях, что нужно 312 дней быть. И многие задаются вопросом, почему написано 312 дней. Да потому что воскресенье не считается. Вот если вы возьмете все воскресенья за год и вычтите из общей суммы, да, дней за год, то есть 365, бывает 366, да, когда высокосный год, то в большинстве случаев это получается 312 дней, если вычесть воскресенье, потому что за воскресенье вам не платится, это в прямом смысле выходной, и выходной для начисления социальных выплат. Вот таким вот образом это все сделано, и когда вы видите значение, цифру 312 дней, то понимаете, что это год, просто без участия воскресенья в этом подсчете. Так что никто вас не пытается здесь обмануть, либо как-то что-то провернуть. Вы должны получать год социальные выплаты в Ирландии, чтобы претендовать на двойные выплаты. Они уже были выплачены на этой неделе. Я записываю в пятницу, да, 1 ноября это видео. То есть все уже, кто претендовал, получил свои первые двойные выплаты. Если вы их получили, то значит с вероятностью 99,9% вы получите еще Christmas бонус, еще одни двойные выплаты. Так что теперь вы в курсе событий, почему вы не подходите под критерии, потому что многие в комментариях и в социальных сетях пишут: я больше 312 дней уже на выплатах, не понимаю, почему мне их не выплатили. Потому что вы не учитывали тот момент, что воскресенье не учитывается, и в общем вы должны быть год. Если вы 9 месяцев, 11 с половиной, то все, вы не подпадаете под эти критерии, вы пока не профессиональный безработный, у вас пока такого статуса нету. Профессиональным безработным считается тот в Ирландии, кто получает двойные выплаты. Это уже вершина айсберга, это уже величие просто. Вы уже просто смогли пропетлять, смогли промутить, смогли обойти все ловушки, которые вам делала Интрео, предлагала работу, отправляли вас на какие-то семинары, собеседования, отправляли вас в нетворк-сервисы, и вы смогли все это пробить, смогли все это, да, обойти, и теперь вы в прямом смысле профессиональный безработный. Не знаю, как этот ярлык хороший он либо плохой. Тут в Ирландии это не зазорно, здесь они не пытаются, да, как-то кого-то шеймить, кого-то как-то ущемлять, что-то такое плохое думать о людей. У каждого свой выбор. Но для меня лично это странно, что тем людям, да, по факту, которые только начинают свой путь, их нужно как-то мотивировать, как-то поддерживать больше. А получается, те, кто больше всего не работает, который больше всего ищет работу, многие, конечно же, в кавычках ее ищут, то им начисляют вот такие вот солидные бонусы. А это очень солидные бонусы, даже если посмотреть по Евросоюзу. А если мы смотрим в другие страны, какие-то там третьего мира, да, да даже Украину там возьмем в пример, то, извините меня, человек просто двойные выплаты, это 232 умножить на 2, это больше около 500 евро, то есть там сколько, 464, если я не ошибаюсь. То есть вы понимаете, какая-то колоссальная сумма вообще для тех людей, да, которые живут в других странах. А здесь это дается просто так, просто что ты ищешь работу. И это получают все. Я не обобщаю, не только тут говорю за украинцев, получают литовцы, латыши, эстонцы, поляки, хорваты, болгары, румыны и все остальные представители, в том числе главные, конечно, получатели всех этих пособий, это сами же ирландцы. Для ирландцев это и созданы были все эти программы и выплаты. Так что я никого не пытаюсь здесь под один ярлык подставить. Нет, все получают, но факт остается фактом. Если ты год сидишь на выплатах,
то после ты получаешь бонус от государства. То есть ты уже профессиональный безработный, ты профессиональный соискатель работы, ты профессиональный поисковик работы, ты ее ищешь, но нигде ее не видишь на горизонте. Уже больше года ты ее не видишь, а некоторые уже больше 2 лет. А есть такие персонажи, которые по 5 лет ищут работу и не могут ее найти. Бывает и такое, но это редко. Сейчас уже часто стали отправлять на различные программы, а самая распространенная это, конечно, программа ТУЗ. Про нее я рассказывал, у меня есть ролик, вверху будет подсказочка, внизу будет ссылочка, можете перейти и посмотреть. Там вы работаете на благо общества официально, вы получаете немножко больше, чем социальные выплаты, в смысле, там буквально на 20 евро, если не ошибаюсь. Но главное, вы тоже претендуете на двойные выплаты. То есть это тоже такой, знаете, мотивационный такая, да, штука, что вы там и учите язык, и как-то интегрируетесь, и то есть как-то вы в обществе все-таки галочку какую-то ставят, знаете, вам, что вы что-то пробуете, что-то делаете. Так что первые выплаты уже люди получили. Те, кто получил профессиональное безработное, я вас поздравляю. Надеюсь, вы потратите свои деньги с умом, либо отложите, либо, не знаю, там куда-то их вложите в себя, либо в родственников, либо в кубышку под матрас. Не знаю, это ваше дело. Следующий момент, двойные выплаты будут теперь на Крисмас, то есть будут под Рождество. Они будут, если я не ошибаюсь, в середине декабря, но еще эта дата обновится, и я запишу про это ролик. Теперь следующие двойные выплаты, которые будут начислены, это тем людям, у которых есть дети. То есть первый вторник нового месяца, то есть у нас это будет что? Первый вторник ноября, это у нас какое число? Получается 5 ноября, ребята. 5 ноября все, кто получает Child Benefit, вы получите двойную выплату. То есть вы получите не 140, как всегда, а 280 евро на ваш счет. То есть если у вас больше детей, то уже там больше, у каждого там, каждый знает, сколько он получает за своих детей, просто умножайте эту цифру на 2, и итоговая сумма будет такова. Приятный ли это бонус? Да, в ноябре теперь у нас выплаты двойные на ребенка, то есть Child Benefit. Такой же Child Benefit еще будет в декабре. То есть у нас декабрь, первый вторник декабря. Это у нас получается, давайте посмотрим у нас, что у нас здесь получается. Так, листаем, у нас декабрь. И у нас первый вторник декабря, это 3 декабря, ребята. То есть сейчас 5 ноября люди получат, у тех, у кого есть дети, двойные, да, выплаты. И потом 3 декабря еще одни двойные выплаты получат те, кто в Ирландии, ирландцы, и в том числе украинские беженцы. Если вы претендуете, если вы прошли, да, все категории нуждаемости и вообще, вообще Child Benefit получают все, неважно, миллионер вы, либо бедный, получают все, у кого есть дети. Но обратно же его нужно правильно оформить, и ваш ребенок должен быть занятым. То есть там тоже есть критерии, есть условия, под которые вы должны подходить. Не все так просто. Интересно ваше мнение по поводу, да, всех вот этих вот двойных выплатах. Ну, выплаты на ребенка, да, Child Benefit, к нему, в принципе, претензий нету. Вот мне важно увидеть в комментариях ответы по поводу других всех выплат. Там, работающая семья, в поисках работы и все остальное, что там прилагается. Там очень объемный список того, кто на это претендует. Ну, конечно, главное это в поисках работы, это Job Seeker Allowance. Это, конечно же, те, кто ищет сейчас работу, кто готов сразу выходить на полный рабочий день, то есть full time, это здоровый человек, 2 руки, 2 ноги, голова, все в порядке, это не disability, да, это не пенсия, мы про этих не говорим, хотя они тоже получат двойные выплаты. Но мы говорим про тех, кто здоров, в порядке с собой, все у него хорошо, и он не может найти, да, работу уже больше года. Обратно же, многие уже даже украинские беженцы ее ищут больше 2 лет и получают эти двойные выплаты уже не в первый раз. Вот ваше мнение в комментариях. Вы считаете это правильно, справедливо, что, получается, выплачивают большую сумму тем, кто сидит дольше, ничего не делая? Ищет он, не ищет,
там уже никто сильно не проверяет. Первый год человека только немножко раскачивают, пытаются ему сказать, что, дружочек, выгодней работать. Но если он сопротивляется, не хочет, то потом просто немножко на него забивают, и потом могут ему предложить какую-то программу, да, работу типа ТУЗ. Так его сильно не напрягает уже. То есть первый год вас будут, да, расшатывать, это понятное дело, пытать вас мотивировать, курсы различных, будет вам людей, да, которые будут вам помогать создавать CV, то есть куратора, все это будет. Но многие сопротивляются, пропускают даже эти вещи, и как-то видно, что он не хочет, да, и тогда куратор все это понимает и набирает других людей, да, то есть потому что видно, когда у человека нет мотивации, смысл ним заниматься. Но, как по мне, нужно таким людям, наоборот, снижать. Сидит человек, да, год на выплатах, ему не нужно двойные выплаты, ему нужно забрать каких-то 20% от выплат. Сидит 2 года, забрать еще 20%, и так дойти, там, не знаю, до 50%, что только он получал от выплат. Мне кажется, наоборот, это было бы справедливо, и когда человек задумается, он видит, что вокруг, что у него не хватает денег, то наоборот, он с этой мыслью будет, ну, будет очень, у него будет мотивация идти искать работу и реально приходить к этим кураторам, в Интрево, к своим офицерам, к людям, да, и просить помощи, найдите мне, я хочу, я буду. То есть, мне кажется, от этого будет больше проку. Но когда человек сидит, ему комфортно, ему еще дают деньги дополнительные на расходы, чтобы он себя не чувствовал каким-то, да, ущемленным, каким-то преданным государством, да, потому что о нем не думает, а так он знает, что о нем думает, и все ему хорошо. Это, да, обратно же, это так решили ирландцы. Я не влажу в их законы, в их правила. Я говорю просто свое мнение и хочу, чтобы вы написали в комментариях свое мнение, как вы считаете, правильно, неправильно, как бы вы сделали и как нужно сделать, по вашему мнению. Мнение никто не запрещает высказывать. Но мое, я сказал, что я считаю, что немножко как-то неправильная мотивация здесь происходит. Потому что человек, наоборот, чем дольше он сидит, ничего не делает, он демотивирован искать что-то делать, ему нравится лежать на диване, ему нравится, что он сам себе велосипед, режиссер, и все у него в порядке. Это лично мое мнение. Если вы считаете по-другому, конечно, пишите в комментариях, все почитаем, подискутируем и поймем, правильно ли поступает ирландское правительство по отношению к тем, кто только начал получать. И правильно для тех, кто получает уже это годами. Я не знаю, они живут так, значит, государство, правительство и, в общем, люди считают, что это справедливо, именно ирландцы. У каждого свое видение на ту или иную правильную ситуацию. Я уже сказал, что Child Benefit двойной будет 3 декабря, так что в ноябре, вот сейчас буквально еще пару дней, да, 4 дня, и люди получат двойные выплаты на ребенка, потом ждать в декабре еще одни двойные выплаты на ребенка, и последний, это Christmas бонус, он будет в середине декабря, я думаю. Дату я посмотрю и потом запишу более подробный ролик. Ссылочку на вот этот вот информационный, да, сайт я оставлю, вы почитайте, здесь тоже расписано, кому еще что выдают, раздают, кто на что еще претендует, вы можете ознакомиться, да, тут рассказано то, что беременным теперь на первого ребенка будет больше выплаты, будет даваться, то есть все это хорошо, я не буду конкретно про каждую выплату рассказывать, я рассказываю про то, что касается большого количества людей, это Child Benefit, это, конечно, двойные выплаты по Job Seeker Allowance, это самое большое количество людей, которые эти выплаты получают, в том числе это касается больше всего украинских беженцев. Все остальные выплаты, я их не касаюсь, потому что процент тех людей, которые их получают, он намного меньше, и те люди, они более подкованы, они сами могут найти ту или иную информацию. Эти же выплаты касаются большого количества людей, и я думаю, что это интересно знать по датам, по времени, чтобы люди понимали, что нужно податься, как-то подсуетиться, да, чтобы попасть на вот эти двойные выплаты. Многие в чате это спрашивают. Здесь нет ничего зазорного, если это позволяет государство, если это легально, то здесь ничего нет плохого. Я просто про то, что количество времени, которое человек это получает, мне кажется, должно быть ограничено. Если человек не может искать работу, он болен, он подтвердил, да, то это другая выплата, это disability allowance, то есть это инвалидность, либо у него временная недееспособность. Там немножко другие выплаты. Я просто имею в виду, что вот именно пособие по безработице, когда у человека 2 руки, 2 ноги, и все в порядке с его организмом, и нет никаких хронических заболеваний, то это как-то странно, когда человек сидит больше года, и ему дают
выдают двойные выплаты. Обратно же, это личный мой авторский комментарий, личное мое мнение. Вы можете высказать свое мнение у меня под этим видео в комментариях. Также делитесь этим видео, этим роликом, чтобы люди понимали, почему они не получили двойные выплаты. Я уже сказал, на выплатах нужно находиться больше года. То есть год там и 1 день, да, и все, тогда вы попадаете в эту категорию. Потому что на сайтах написано именно 312 дней без учета, еще раз повторюсь, воскресенье. Надеюсь, все услышали. Всем добра, позитива. Надеюсь, вы отгуляли свой Хэллоуин чудесно. Вчера был Хэллоуин. Сын принес много конфет. Надеюсь, все повеселились, оделись. Этот праздник реально он детский, хотя раньше он был, да, с другим немножко уклоном. Сейчас его немножко переформатировали в более такое позитивное, да, шоу, действие реально для детей. И тут дети реально и люди отмечают этот праздник по-настоящему. Всех с прошедшим Хэллоуином, всех с наступающим скоро уже, кстати, не за горами, Новым годом и Крисмасом, да, Рождеством. Это еще больше помпезнее будет отмечаться. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, в вашей жизни только радость, позитив и хорошие новости. У всех у нас только белая полоса, а черная полоса ушла куда-то туда, за горизонт. И надеюсь, она никогда не вернется. Всем добра, позитива, мирного неба. Всегда на связи. Держу в курсе.